Ну что же, я предлагаю заняться бисквитом для нашего бисквитного торта. Это будет очень простой, на самом деле максимально простой бисквит, но есть свои нюансы в его приготовлении. Я вам сейчас все расскажу. Итак, первым делом мы должны поставить взбиваться белки. Только белки. Желтки мы пока никуда не взбиваем. Мы их должны поместить в отдельную емкость. Вот так вот. Вот, поэтому мы аккуратненько отделяем желтки от белков. Ни в коем случае нам нельзя, чтобы ни капельки желтка не попало бы в наш белок. Иначе мы ничего взбить не сможем. Так, белки есть. Сразу же к белкам отправляем весь сахар. И ставим взбиваться. Взбиваем всю эту историю в пышную пену. Максимально. Пока взбивается, мы можем забросить к муке сразу же разрыхлитель, а сливочное масло отправим в микроволновку растопиться. Масло мы растопили, белки у нас взбиваются. Итак, белки наши взбились. Теперь мы сюда добавляем желтки. Вот видно, да, что хорошо взбиты. Все отличные белки. Включаем среднюю скорость и добавляем сюда желточки по одному. Наша задача их просто перемешать. Все, перемешали. Теперь наша мука и наш разрыхлитель. Мы это все просеиваем. Следом туда отправляем сливочное масло. И начинаем замешивать. Аккуратненько, максимально сохраняя объем наших взбитых яиц. Очень важно не насыщать кислородом и вообще воздухом желтки, потому что в противном случае это даст хороший подъем, но будет очень сухой, крошащийся бисквит. Поэтому мы желтки добавляем просто уже во взбитый белок, для того, чтобы дать эти жиры, но не насыщенные воздухом, чтобы они не разрыхлялись. Все, мы аккуратненько перемешали. Все замечательно. У нас есть подготовленная форма. Подготовили мы ее очень просто, мы с ней не делали ничего. Мы сюда просто перекладываем наш бисквит. Кольцо мы используем 20 сантиметров. А для того, чтобы наш бисквит не пригорел, я использую силикон. Силиконовые коврики. Это очень клевая вещь. Гораздо практичнее, как мне кажется, чем пергаментная бумага какая-нибудь. Но на самом деле все зависит от целей и потребностей. Все, разровняли бисквитик. Отправляем его в печку. Печь 180 градусов. Где-то порядка 25-30 минут он будет отпекаться. Когда бисквит будет готов, мы его убираем в морозилку. Наша задача его заморозить. Так с ним проще работать в дальнейшем. Нарезать его на коржи. А если он будет не замороженный, а как бы свеженький, он будет весь разваливаться, крошиться, тянуться за ножом. В общем, это не очень удобно и не очень комфортно. Поэтому я предпочитаю бисквиты отпечь, остыть, заморозить и уже замороженным начинать работать. Вот, ждем бисквит. Итак, вот наш бисквитик, он уже у нас остыл и подзаморозился. Теперь нам нужно его порезать. Резать мы его будем на 3 части, поэтому очень аккуратненько. У нас есть нож-пила. Показываю вам, как я это делаю. Все очень просто. Значит, первым делом мы намечаем себе наши слои. Дальше мы берем и понемножечку прорезая, углубляемся внутрь бисквита. Стараемся, да, чтобы вот эта вот толщина всегда была одинаковая. Пока не думаем про центр. Пока мы режем бисквит по краям. Как только края мы все прошли,
мы начинаем врезаться в центр бисквита. Очень аккуратно, никуда не спешим. Оп. Тадам. Отрезали один слой. Идем дальше. Снова повторяем все по той же самой схеме. Аккуратненько врезаемся в наш бисквитик, стараясь максимально равномерно это сделать. Вот у нас получился еще один корж и наше основание. Все отлично. Коржики готовы. Следующий этап. Следующий этап, он нас снова возвращает к тому разговору о том, чтобы абсолютно все ваши действия и манипуляции с тортом от момента, как вы сделали бисквит, и до момента, когда вы будете отдавать этот торт заказчику, вы должны в голове у себя прокрутить, а что я буду делать дальше, а как я буду этот торт потом двигать. Так вот, мы бисквит будем промачивать. Промачивать его будем сиропом для того, чтобы он был мягкий, сочный, правильно? А это что значит? Это значит, что он будет ко всему прилипать. И мы не сможем спокойненько там взять его просто в ручки и понести. Не получится. Значит, нам нужно приготовить для этого торта некую подложку, правильно? Вот. Для того, чтобы эту подложку приготовить, мы воспользуемся кольцом, в котором мы этот бисквит отпекали. Вот, у меня есть вот такие золотинки. Это специальные подложки под торты. Естественно, она мне квадратная абсолютно не нужна, потому что торт у меня круглый. И для того, чтобы все сделать правильно, я возьму и обведу себе кружок, который я потом благополучно буду вырезать. Естественно, потом под тортом будет еще одна подложка. Она не будет нам нести никакой смысловой задачи. А вот эта вот подложка, она поможет нам в дальнейшем не мучиться с тортом, а двигать его так, как нам удобно. Естественно, сразу же я подготавливаю себе поднос, где я буду переносить торт, кольцо, в котором этот торт будет собираться, и наш бисквит. Все, сразу же вложили первый слой бисквита. Все. Остальные положили рядом. Теперь мы подготовим с вами сироп. Сиропчиком этим мы будем пропитывать наш бисквит для торта, для того, чтобы он был сочный, влажный, классный, короче, суперский. Делается сироп вообще категорически максимально просто. Мы берем воду, наливаем ее в сотейник. Сюда же мы добавляем сахар. Теперь мы его доводим до кипения. Ну а потом уже будем добавлять сок лимона, чтобы выровнять все-таки сироп по кислотности, да, потому что здесь кислоты 0, в бисквите кислоты будет 0, в креме будет ее 0. Нам нужно, чтобы была хоть какая-то кислотность, чтобы баланс соблюдался, а то будет очень сладко, это невозможно будет есть. Вот закипел наш сироп, все, сахар там весь растворился, все прекрасно. Теперь мы его убираем, чтобы он у нас остыл. Один вам лайфхак. Для того, чтобы этот сироп, да и любой другой сироп, остыл быстрее, нужно, чтобы он остывал с максимальной площадью соприкосновения с воздухом. Это что значит? Это значит, что чем на большую поверхность вы выльете остывать сироп, тем быстрее он остынет. Вот у меня есть вот такая здоровая миска, и я сейчас просто вылью весь сироп в эту миску. Естественно, его толщина и площадь соприкосновения отличаются от того, если бы я остывал его в этом сотейнике. Поэтому я думаю, что через 10 минут этот сироп будет готов к тому, чтобы мы с ним работали. Сейчас мы с вами готовим крем. Крем для нашего торта. Он состоит всего из 3 ингредиентов. Это сливки. Мы их сразу же отправляем в нашу дижу от миксера. Это сыр маскарпоне. Здесь обязательно вам нужно понимать, что сыр маскарпоне, он не всегда одинаковый. Я вам рекомендую использовать только маскарпоне фирмы Гальбани. Потому что только он реально 80% жирности, там даже 85%.
И это тот процент жирности, который нам нужен. То есть маскарпоне, он не может быть там 50%. Это невозможно, это сливочный сыр. Он изначально делается на сливках, на 33% сливках. Как он может быть на выходе 50%? Это невозможно. А вот 80% это уже реально. Так вот, у нас здесь сливки, маскарпоне и сахарная пудра. Вообще это классический крем, называется он шанти. Это целый раздел кремов. Любой крем, который делается на основе взбитых сливок, это будет крем шанти. Вот, теперь мы его включаем сначала на медленную скорость, потихонечку, чтобы перемешался маскарпоне со сливками, ну и не разбрызгался здесь везде. Вот, а дальше мы будем его уже включать побыстрее. Также необходим нам будет кондитерский мешок. Он нам поможет, опять-таки, для того, чтобы крем было легко выкладывать. И, собственно, ждем крем. Мы добавим для ароматизации в крем немного ванильной эссенции. Ее надо будет добавить совсем капельку на этот наш объем. По раскладке здесь будет где-то порядка 5 граммов. Все, и теперь взбиваем уже вместе с этой пастой. На самом деле ароматизировать можете как хотите. Можно взять натуральные ароматизаторы, хотите искусственные ароматизаторы, ванилин, не ванилин, неважно. Самое главное, ну не нужно туда наливать там, сока апельсинового, да, и там, из этого ничего не получится. Но, например, взять на этот объем, который мы с вами делаем, там 20-30 миллилитров темного рома какого-нибудь старого, очень-очень будет кстати. Чуть-чуть. Там 20 граммов, 5% от объема крема можно туда смело добавлять любого алкоголя. Итак, вот наш крем. Как вы видите, он очень стабильный, прекрасно взбивает, прекрасно держит форму и вообще просто восхитительный. Теперь мы продолжаем. Вот наш сироп, который мы с вами варили. Он у нас уже остыл, я его просто перелил в контейнер, чтобы мне было удобно. Теперь нам нужно добавить сюда сок лимона. На самом деле я вам рекомендую пробовать по вкусу и доводить его всегда. Ну, чуть-чуть добавили лимончик, перемешали, попробовали, нравится, не нравится. Если что, добавили еще. Алкоголь тоже можно немножечко добавить в этот сироп, хуже не будет. Я же сделаю все, так как я знаю этот крем, знаю, сколько мне нужно сока лимона и всего остального, и знаю этот сироп и этот торт. В общем, я возьму себе где-то примерно половину лимончика, который аккуратно выдавлю просто через сито. Все-таки мы уже на опыте, знаем, умеем. Вы тоже так же сможете. Я вас научу. Самое главное — это не бояться. Ну что, теперь мы можем приступать к сборке нашего торта. Еще один ингредиент, который нам понадобится, это ягода, свежемороженая ягода. Я буду использовать клубнику, потому что у меня ее много. Но вы можете взять любую ягоду, которая у вас валяется в морозилке, либо купить, там, неважно. Да? В этом и есть прелесть этого торта, ну, одна из многих его прелестей, то, что ягоду, которую мы сюда используем, мы берем замороженную, и это очень, очень клево, потому что ягоду, которую продают замороженную, вы можете быть уверены, что она была собрана в пик своей зрелости, то есть максимально сладкая, максимально ароматная. Ну, просто потому что дорого замораживать ягоду вне сезона, ну, логично, да, поэтому берут только сезонную обязательно ягоду. Теперь, маленькие, нам нужно запоминать о некоторых моментах и нюансах. Первое, нижний бисквит мы пропитываем только с одной стороны, снизу мы его не пропитываем, сироп потом под действием силы тяжести опустится вниз, а слишком мокрое дно нам тоже не надо, поэтому мы возьмем аккуратненько кисточкой и пропитаем нашим сиропом тортик. Аккуратно, не жадничаем, обязательно по краям проходим, потому что крем вам никакой сочности давать не будет, крем будет давать кремовости. Хорошенечко дно, учитывая, что мы не будем его пропитывать потом с другой стороны, обязательно края. Края — это самая подлая вещь. Торт весь может быть шикарно пропитан, но какой-нибудь бортик у него сухой, и тот, кому этот бортик достанется, не скажет вам спасибо, это точно. Так, теперь мы берем
И накладываем крем в мешочек. Делаем себе дырку. И поехали. Проходимся обязательно по краям. И потом заполняем центр. Заполнили, нужно немножечко это все дело выровнять. Отлично. Теперь пришло время ягод. Мы, конечно же, не будем такого размера клубнику запихивать внутрь торта. Мы ее порежем на несколько частей. Вообще вы можете использовать любые ягоды. Хотите свежие, хотите не свежие. Ну не свежие я бы не стал, но свежие, сезонные, хурма там, не хурма. Я бы не советовал использовать, наверное, яблоки, потому что это будет странно. Все-таки нужно чем-то кислоту выровнять. Итак, в общем, я порезал клубничку и теперь просто ее сюда побросаю. Еще хочу вас предостеречь от одной ошибки, которую вы захотите обязательно допустить. Вы захотите сюда напихать как можно больше ягод. Не надо этого делать. Нужно не забывать о том, что ягода будет таять. Да даже если у вас свежая ягода, поверьте мне, после того, как вы ее порезали, она все равно даст сок. И этот сок, он будет все размачивать. И поэтому нужно обязательно соблюдать некое здравомыслие в том, что вы делаете. Не перебарщивайте, не надо. Все, мы взяли клубничку, положили сюда. У нас еще будет целый ряд, где мы напихаем еще клубники. Итак, теперь мы с вами будем пропитывать вот этот. Мы специально взяли верхушку. У верхушки, как мы знаем, сверху образовывается корочка, да. И эта корочка хорошо, если она будет между кремом и пропитанным бисквитом, она сама аккуратненько растает. А если же она будет сверху, то есть вероятность, что она не размокнет и останется такая не очень приятная. Для того, чтобы мы были уверены на 100%, что все пропиталось, мы аккуратненько, слегка просто надсечем вот эту корочку. Для того, чтобы через вот эти вот прорези внутрь проникал сироп. Итак, сейчас вот мы смачиваем с этой стороны. Вот, с одной стороны смочили. И перекладываем в наш торт. Немножечко уплотним. Все придавим, чтобы никаких не было полостей. И еще с этой стороны пропитываем обязательно сиропом. Опять же, да, здесь тоже очень важно с сиропом не переборщить, чтобы ваш торт не поплыл. Потому что такое тоже бывает. Хочется, чтобы был максимально сочный, максимально влажный торт, а по факту он просто уже растворился. То есть держите, пожалуйста, в голове, что во всем должна быть какая-то мера. И теперь следующий слой крема. Нанесли крем, немножечко подразровняли. И снова укладываем клубнику. И теперь наш последний коржик, который мы точно так же, как и центральный, мы сначала его пропитываем с одной стороны. Укладываем его, чуть-чуть придавливаем. Придавили, чтобы он ровненьким был. И смочили его сверху. Все. Отлично. Все, и теперь мы в таком виде убираем торт, где-то часа на 2. Часа через 2 его можно будет уже украсить, он более-менее отстоится, крем стабилизируется, жиры все стабилизируются, и его можно будет украшать, обмазывать, в общем, доводить его до красоты. А пока убираем нашего малыша в холодильник на пару часиков.
И вот настал момент, когда мы будем украшать наш бисквитный тортик. Давайте мы первым делом снимем с него кольцо. Ну и, естественно, нам нужно обмазать весь торт. У нас остался крем, поэтому ничего нам не мешает спокойненько заняться обмазкой нашего тортика. Замазали, выровняли. Теперь мы его обсыпем. Обсыпем мы его кокосовой стружкой. Стружку вы можете по своему желанию покрасить вообще в любой цвет пищевыми красителями, аккуратненько добавляя и просто перемешивая. Очень прикольно здесь будет кокосовая стружка, покрашенная в красный цвет. Но мы возьмем обычную белую и просто закроем все бока. Так, это у нас готово. Теперь мы будем украшать. Мы возьмем кондитерский мешок с насадкой «Открытая роза». И сейчас мы возьмем шоколад. Немножко шоколадику. И сейчас все это дело украсим ягодками. На самом деле украшаете вы как вам нравится. То есть я просто сюда еще добавлю ягодок. Вообще прикольно все здесь, наверное, завалить ягодами, но здесь как бы каждый сам выбирает, что он хочет, как он хочет. Главное, чтобы идея вам была понятна, как сделать этот торт. А уже украшалочки — это все как бы дело фантазии каждого отдельного взятого вас.